Термин Агни-йога впервые был услышан супругами Николаем и Еленой Рерих от жителей гор во время экспедиций по Центральной Азии. Он означает слияние с божественным огнем, или же путь к такому слиянию. Огонь в данном контексте – это подобное пламени, состояние наивысшего божественного сознания. Это состояние Бог может принимать в определенных ситуациях. Рерихи развили учение Агни-йоги и принесли его в Россию и другие страны. Поэтому теперь термин Агни-йога существует в неразрывной связи с их именами. Сами супруги Рерих были очень удачной парой. Он страстный путешественник, талантливый живописец. Она верная его спутница, обретшая к тому же пророческую способность, то есть способность к обоюдному разговору с Богом. И результатом этих святых бесед стали дневники Елены Рерих, которые составили 14 томов под общим названием «Живая этика». Что представляют собой эти записи? Они очень неоднородные, зачастую трудны для восприятия. Текст во многих местах не отредактирован литературно. Глубочайшие истины перемежаются с явными шутками Бога и длинными наборами фраз, лишенных смысла. Почему так? Дело в том, что по замыслу Бога эти записи вовсе не предназначались для опубликования именно в таком виде. Бог указывал издать лишь тематические выборки из них. Причина же качественной неоднородности текста состоит в следующем. Бог, тренируя пророческую способность Елены Рерих, настаивал на ведении именно систематических ежедневных записей. Но для этого не всегда оказывался актуальный на данный момент материал. И тогда ожидавший слова Господа Елене Рерих давались, что типично в таких случаях, просто почти бессмысленные потоки красивых фраз. А шутки, что, мол, ноги холодеют от того, что вся энергия пошла на разжигание сердца,
они преподносились лишь для того, чтобы в трудные минуты ободрить усталых путников. Еще одной требующей специального упоминания особенностью текстов является расширение границ терминов огонь, огненность, также и на просто психоэнергетические процессы и явления. Делалось это с целью задать настрой энергичности, пафоса борьбы. Но для понимания учения читателю следует дифференцировать понятие божественного огня и, с другой стороны, огненных проявлений психической деятельности людей и духов. Огненной энергичностью пронизаны все тексты живой этики, а также изумительные по силе выразительности живописные полотна Николая Рериха. И это явилось одной из сильнейших черт начатого через Рерихов духовного движения. Движение Агни-йоги внесло весомый вклад в духовное пробуждение людей, прежде всего России, оказавшихся жертвами атеистического насилия со стороны КПСС. А затем выразившиеся до уровня народных сказок, доминирующей религиозной идеологии. В ценнейших указаниях, которыми наполнены книги живой этики, Бог в очередной раз дал людям разъяснение о том, что такое Бог, человек, эволюция, смысл жизни человека, показал возможность достижения совершенства, выхода из круга страданий, возможность познать Его, Бога, достичь высшей реализации себя в слиянии с Ним. Как говорил Бог через Елену Рерих, Агни-йога – это учение не на сон грядущий, но для насыщения всей жизни. И вот теперь давайте рассмотрим основные положения учения Агни-йоги. Первое. Что говорится в Агни-йоге о Боге? Главный аспект Бога – это изначальное вселенское сознание, сущее в Его обители, называемой в данном случае в Агни-йоге, то есть беспредельностью. Бог может мыслиться как Отец и Мать всего иного сущего. Он есть, вот это очень важно, единство
множество. То есть взаимослитая единая совокупность всех совершенных, когда-либо влившихся сознаниями в него. Именно это, цитирую, объединенное сознание управляет миром. Строение Вселенной многомерно. Оно представлено слоями, то есть эонами, локами, другие термины, выражающие то же самое. Слоями шкалы многомерности, в которых обитают сознания, находящиеся на разных ступенях эволюционного продвижения. Слои многомерности различаются по степени утонченности. Чем более утончено сознание, тем на более высоких ступенях эволюционной лестницы оно пребывает. Предел утонченности – это и есть изначальное сознание, сущее в высшем изначальном эоне. Путь эволюционного восхождения есть утончение сознания и его укрепление во все более высокой утонченности. И беспредельность, то есть обитель Творца, есть предел человеческих возможностей. Говоря о беспредельности, это я цитирую, мы не будем представлять ее как нечто пустое и безмерное, но как нечто полное. А индивидуальные человеческие сознания, и, как мы уже обсуждали, не только человеческие, располагаются как бы на ступенях многомерной лестницы, к вершине которой мы должны стремиться. Только лестница эта ведет нас не вверх в обычном понимании, а вглубь многомерного творения, к Творцу. При этом ориентиром нашим является сознание высшего духа, которое есть насыщенный огонь. Термин иерархия в Агни-йоге используется не в общепринятом значении, а как совокупность иерархов, составляющих изначальное сознание и проявляющих себя в виде брахмана или, что то же самое, Святого Духа. Силы иерархии, цитирую, объединены в двух мирах. Начало ведущее, то есть Ишвара, Творец, и начало исполняющее великую волю,
то есть это Брахман, он же Святой Дух. Они являются единым источником. Вся сила созидания держится на иерархии. Только в полном осознании великого служения можно понять красоту Духа и мощь иерархии. Только полное понимание великого служения может дать ученикам устремление к явленной иерархии. Когда творчество Духа может вмещать великое служение, то все пути к нам открыты. Скажи: люблю Тебя, Господи, и предан Тебе, Владыка, и чту Тебя, Учитель. Так можно преданностью открыть новые затворы. Если знаете непрестанное предстояние, то уже имеете кратчайший путь к нам. Пылайте сердцами и творите любовью. Теперь рассмотрим, что говорится в Агни-йоге о том, как реализовать этот путь. Смысл жизни человека состоит в росте индивидуального сознания, которое должно, развившись, влиться в Творца. Вначале каждый человек развивается в обычной мирской деятельности. Быстрое же его продвижение становится возможным с того времени, когда у него появляется интенсивная устремленность к практическому познанию Бога. Эта устремленность должна стать страстной, пламенной, огненной. Тогда такой человек может рассчитывать на полную поддержку иерархии сил света. На пути огненном нет одиночества и пустоты, но есть лишь отрыв от мира земного и неудержимое притяжение к миру огненному. Дерзающий знает, что радость духа заключается только в достижении. Не нуждается дерзающий в человеческих признаниях, ибо его достижение есть венец, сплетенный трудом и стремлением. Только герои духа знают истинное достижение. На пути к миру огненному запомним о дерзании. Утвердиться сердцем на Владыке есть первое условие на пути к миру
огненному. Путь продвижения по ступеням самосовершенствования – это прежде всего этическое преображение себя. Оно включает и формирование верной, сильной устремленности, и очищение себя от таких пороков, как лень, насильственность, способность к лжи, к предательству, грубость, корыстность, себе служение, мстительность, самомнение, эгоцентризм, поиск людского признания, способность к грубым эмоциональным состояниям, таким как злоба, раздражение, ревность, печаль, тоска, обиженность. Также способность к употреблению в пищу тел животных. Употребление алкоголя, табака, других наркотиков. Из позитивных же качеств, которые должны всячески развиваться, надо отметить доброжелательность, сострадание, преданность Богу, смирение пред Ним, устремленность к познанию Его и слиянию с Ним, готовность помогать другим существам, устремленность к творчеству, бескорыстие, восприимчивость к красоте, энергичность в делах служения и развития себя, контроль своих эмоций, отказ от грубости, культивирование утонченности, стремление к знаниям, понимание смысла жизни, развитие утонченной и мудрой силы, обладание благодарностью как свойством души, бережное отношение к здоровью, ибо оно необходимо для успешной духовной работы и служения. Именно через такое развитие себя мы делаем божественный огонь для себя не опаляющим. Важнейшим методом для реализации большинства приведенных этических принципов является развитие духовного сердца, раскрытие и дальнейший рост духовного сердца становится решающим фактором, основой всего духовного пути. В том числе именно это дает способность к правильной медитации.
а именно медитация, есть главный метод совершенствования сознания, практического познания Бога и слияния с Ним. Причем идти к Богу лучше всего общиной, группой единомышленников, объединенных общей высшей устремленностью. В общину следует принимать лишь преданных делу и честных людей, а тех, кто проявляют лень, лживость, способность к предательству, тех надо безжалостно отстранять от работы. Дела общины – это изучение, обсуждение, учение, практическая помощь друг другу, в частности, через психоэнергетические методы, наполнение друг друга любовью и разжигание ею сердец. Практические занятия по эстетике, по очистке и развитию энергоструктур организма, медитативные практики и так далее. Групповая психоэнергетическая работа намного эффективнее для каждого, чем индивидуальная. Ибо при ней создается мощное общее энергополе. Объединение сознаний общинников в их общей любви является подготовкой к слиянию с божественным сознанием. Наш огненный закон предписывает объединение сознаний. Труд общинников должен быть их служением Богу. Он не должен основываться на корысти, не должен быть себеслужением. Члены общины готовят себя к встрече с духовным мастером, с помощью которого только можно познать проходы, тончайшие слои многомерного абсолюта, познать иерархию. Без мастера такая трансмутация невозможна. Истинно, если знаете непрестанное предстояние, уже имеете кратчайший путь к нам. Для людей обычно особенно страшна каждодневность. Для них она есть символ утомления. Между тем, для нас ваша каждодневность является совершенствованием и восхождением. Она открывает врата беспредельности. Каждый человек на этом пути обязательно встречается с противодействием сил зла со стороны воплощенных и невоплощенных тварей. Они представители хаоса, черные, в кавычках, разумеется. Их чернота не только символ, но и реальное, видимое ясновидением, свойство грубых,
грязных энергий, выродившихся, деградировавших сознаний. Кто они? Как их узнать? Они – это люди, живущие в эмоциях гнева, то есть злобы, раздражения, осуждения и тому подобное. Они склонны к насилию, к лжи, подлости, предательству. Это одинаково относится и к воплощенным людям, и к людям духом. Ведь, развоплотившись, человек сохраняет свои душевные качества. Силы зла, однако, совершенно необходимы идущему к свету, как создатели должного напряжения, как противодействие, которое только и в состоянии закалить характер воина. А без страстности и напряжения всех сил до высшего горения пробиться к цели нельзя. Соприкосновение с силами зла также заставляет тесней прижиматься к Господу. И в этом тоже их объективная значимость. Идущие силами света должны знать, что без напряженной битвы нет победы. Ничто не может так нагнести энергию, как противодействие. Поэтому к чему изобретать искусственные препятствия, когда черные стараются изо всех сил увеличить нашу энергию? Нужно помнить, что положительные силы творят под напором сил отрицательных. Не может произойти движение без напряжения, и потому каждое поступательное учение нуждается во врагах и в учителе. Никакое нагнетение не пройдет без пользы. Каждое возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами. Нужно помнить два условия. Одно, что людей враждебных следует избегать, ибо не они предназначены к высшему. И второе, что, может быть, именно враждебность будет вам достойным трамплином. Но задержка не во врагах. Сосчитайте ближе. Творческое одоление хаоса – постоянный подвиг. Но битва с темными – лишь судорога, затрудняющая движение. Да, ввязываться именно в борьбу с ними следует далеко не всегда. Важнее прийти к своей цели и помочь тем, кто с тобой идут. Силы, явленные для служения свету, не вторгаются в карму, как думают некоторые, не посвященные в мощь кармы. Силы света наблюдают
за действиями человеческими, давая направление, но не вторгаясь в жизнь. Лишь духовные невежды ожесточаются земными страданиями, загоняя себя в еще более глубокие слои ада. Бог говорит: «Я сам вам помощник». Лучшее средство от всех бед – слияние с Ним. Если мы пребываем в этом слиянии, то мы имеем Его щит. Все устрашения ничтожны. Даже встреча с сильными темными сущностями не опасна, если сохранена прочная связь с иерархией. Но чтобы прийти к слиянию, надо начать с того, что вступить в войну против своего несовершенства. Пусть люди сейчас осознают окружающую опасность. Жизнь в тонком мире, вне воплощений, гораздо длительней. Надо готовить себя к ней. Ужасно бояться света, ведь огонь обратится в пламя поедающее. С трудом люди решаются произнести простейший закон: благословенны препятствия, ими растем. Испытания довольно легко допускаются людьми, пока они не наступили. Никто не хочет ускорять свое продвижение через препятствия. Но еще несноснее человечеству услышать о пользе страданий. Причина не в том, что некоторые боялись бы боли или неудобства, но они не осознают жизнь вне земного существования. Они готовы претерпеть неудобства ночлега ради завтрашнего праздника, но соизмерить жизнь земную с беспредельностью они не желают. Ужас перед беспредельностью является самым недопустимым позором мыслящего существа. Важно помнить, что во всех ситуациях, в которые мы попадаем, всегда участвует Бог. И Он ждет от нас правильных решений. Они же могут иметь место лишь в том случае, если мы научаемся мыслить не эгоцентрически, а богоцентрически. То есть ощущая не себя, а именно Его регулятором, целью, смыслом, центром всех происходящих во Вселенной событий. Поистине, карма страшна только тем, кто утопает
в бездействии. Наблюдайте, как отражается каждый поступок на колебании кармы. Можно видеть, как предательство во всех видах вызывает быстрое образование отрицательной кармы. Можно многому научиться на подобных наблюдениях. Как прискорбно видеть людей, вредящих себе. Можно видеть, как ехидно поражает внутреннее существо при этих самопоражениях. Ничто не может отвратить последствия, ибо слишком близки причины и следствия. И напротив, рост сознания духовных подвижников истинно праздник наш. Тот, кто вмещает активную созидательную любовь, побеждает свою негативную карму и постигает божественный огонь. И космическая отвага наполняет такого носителя огня. Среди понятия мужества самое непобедимое – это мужество пылающего сердца, когда со всей решимостью, при полном осознании подвига, явленный воин знает лишь путь наступления. С этим подвигом мужества может сравниться лишь крайняя степень мужества отчаяния. Отчаяние с той же поспешностью стремится от прошлого, подобно тому, как мужество пылающего сердца одолевает будущее. Итак, где нет мужества пылающего сердца, там пусть будет мужество отчаяния. Лишь так могут воины одержать победу, когда натиск велик. Какой же путь самый утверждающий на пути к нам? Самый верный путь есть самоотверженность подвига. Самый чудесный огонь есть пламя сердца, насыщенное любовью к иерархии. Помогайте друг другу. Слышите? Помогайте в малом и в великом. Помогайте везде, где может рука проникнуть. Везде, где мысль может пролететь. Сердце, пылающее помощью. Наше сердце. Теперь рассмотрим, что такое Шамбала и где ее искать. Шамбала – необходимое место, это цитата, где духовный мир сочетается с материальным. Шамбала – это место сосредоточения управляющих жизнью на земле иерархов. Его можно найти в том числе в середине земного космического образования, в многомерной глубине. Шамбала является фокусом главного
магнита для всех человеческих душ, которые должны через трансмутацию войти туда, в высший, тончайший слой многомерности. Там, в Шамбале, они познают огненное крещение, а обосновавшись там, сливаются навечно с божественным «Я» изначального сознания. Шамбала познается через расширение духовного сердца до вмещения в него всех тончайших миров, включая мир огненный Шамбалы. Дальнейшее расширение сердца позволяет заполнить им беспредельность. Как же реально начать продвижение к Богу, к высшим иерархам, к Шамбале? Первое – это этическая самокоррекция. Она должна включать в себя пламенную устремленность к совершенству и активное служение делу эволюции через помощь людям. Второе. Приведение в порядок тела с его энергетикой. Обретение здоровья. И первое и второе подразумевают обязательный переход на безубойное питание. То есть отказ от употребления в пищу тел убитых животных. Это имеет прежде всего этическое, а затем и биоэнергетическое обоснование. Без наведения порядка в питании не достичь устойчивого здоровья и не приблизиться к Богу. Ну, а об организации правильного питания мы говорили в книге «Экопсихология». Затем, для тех, кто к этому способны, следуют ступени психоэнергетической работы, включая развитие чакр и медитацию. Это приводит при правильной постановке работы к поэтапной трансмутации сознания, то есть его утончению, вплоть до состояния божественного огня. Человечество должно осознать свой огненный центр иерархии, который ведет и насыщает. Первые соприкосновения с Богом, как живым существом, ощущаются как нисходящая сверху благодать. Это есть тоже проявление заботы о нас Святого Духа, его поощрительные знаки. Затем, это я уже от себя добавлю, надо научиться не только ощущать его потоки, но и сливаться с ним, полностью выходя в него из своего тела. Это достигается вначале через медитацию пранава, и практикуя такое слияние, человек проходит постепенно кристаллизацию или грануляцию
сознания. То есть прямое увеличение его количества и мощи. Что еще можно сказать о божественном огне? В книге «Агни-йога надземная» говорится: мы восклицаем «огонь, огонь», но лишь немногие понимают, какой огонь. Да, высшие иерархии проявляют себя в виде неопаляющего праведников, божественного пламени. Также они могут представать и над поверхностью Земли в виде гигантских антропоморфных огненных образов, возвышающихся в небо. Могут они и входить в духовные сердца преданных учеников, разжигая в них божественный огонь. Погружение духовного подвижника сознания в божественный огонь и слияние с ним приводит к сжиганию неблагоприятных остатков кармы, а прожигание им своего тела к его исцелению. Все во Вселенной упорядочивается законом тяготения. Он действует не только в материальном мире, но и в духовном. И души также в их позитивной эволюции двигаются в своем утончении к высшему магниту, то есть сознанию Творца в его обители беспредельности. Таков закон эволюции, установленный Богом. И лучше следовать ему, лучше жить в согласии с Богом. Этот закон гласит, что мы воплощены на землю, чтобы развивать себя качественно и количественно, в том числе утончая или трансмутируя сознание ради переселения во все более утонченные слои мироздания, ради обогащения собою изначального сознания, то есть нашего Творца. Кто идет этим путем добровольно и охотно, тому все выгоды. Но кто сопротивляется, вырывается, цепляется за материальное, отстаивает свою отдельность, растя свое гордое и ничтожное «я», культивирует грубость ради преуспевания в мирской суете, те утверждают свою обособленность от Бога, отвергают Его любовь, растят себе страшную карму, отправляются в ад. Поэтому Бог предлагает: пусть сознание расширяется в направлении фокуса. Середина занята иерархией. Из середины исходят все лучи. Устремимся же к ней. Шамбалу в
первом приближении, таким образом, надо искать вовсе не в горах, где ее почему-то все ищут, а в высшей пространственной мирности. Цитата. «Как мало человечества задумывается над понятием ответственности, когда явление Шамбалы принимается людьми как край, явленный для отдыха. Если бы люди знали, что ответственность за их умыслы несем. Если бы люди знали, что сущность Шамбалы есть тот источник, который творит лучшую ступень человечества. Понимание нашего облика человечеством так претит действительности. Мы служим на продвижение человечества. Никогда не говорилось, чтобы возлагать на владыку. Напротив, повторялось: наполняйтесь владыкой. Огромная разница между возложением робким и недейственным и наполнением своего существа сознанием владыки. Как меч непобедимый сокрушает все преграды, сознание, отождествленное с владыкой. Не может ютиться сомнение там, где зажжено сознание пламенное. Не будет утомления там, куда допущен источник силы неиссякаемый. Не может войти страх в храмину доспехов непрободаемых. Так советую принять мои щиты, не прибегая к спасительному заступничеству, но победить слиянием сознаний. Подвижники, постигшие через полнопреданность слияние с божественным огнем в беспредельности, становятся земными наместниками иерархии. Через них Бог разъясняет и конкретизирует на высшем уровне компетенции свою волю. Рассмотрим, как говорится в Агни-йоге, о роли духовного сердца. Весь путь психоэнергетического совершенствования человека, по большому счету, определяется развитием его духовного сердца. Ибо все духовные достижения совершаются энергией сознания, расширяемого из чакры анахаты. Пусть поймут сердце как единственную связь мира видимого с невидимым. Лишь низ сердца может вести в беспредельность. Слияние с Высшим правильно лишь через
зажженный огонь сердца. Чтобы связать цепь миров многомерного пространства, нужно уделить особую внимательность сердцу. Только так удержимся в пределах нарастания духа, то есть правильного количественного роста сознания. Духовное сердце является органом индивидуального сознания, в котором продуцируются эмоции любви. Эмоции же есть состояние сознания. Они рождаются вовсе не в головном мозге, а в специализированных структурах сознания, то есть чакрах. Войдя в анахатту, сознание переходит в состояние сердечной любви. Бог есть любовь. Поэтому слияние с Ним возможно только в том случае, если человек сам превращается в любовь и обретает в этом состоянии устойчивость и силу. Именно сердце будет соединителем миров. И только оно может отвечать сердцу владыки и всей иерархии. Сознание, не вмещающее это понимание, может только бормотать великие слова, но проводить в жизнь не может. Ибо только сердце, насыщенное величием иерархии, может понять все величие космического закона. Правильно указывается, что любовь есть ведущее, творящее начало. Значит, любовь должна быть сознательна, верно устремлена и самоотверженна. Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения Бога. Любовь подвига не сурова для тех, кто пылают сердцами, но она устрашает тех, кто любит немощи свои и кто колеблются, обнимая свое призрачное «я». Творящий огонь сердца не блуждает, но стремительно возносится ступенями иерархии до высшего света. Любовь есть ведущее, творящее начало. Итак, Агни-йога – это путь пламенной сердечной любви к Богу. Она есть реализация идей Бхакти-йоги. Но надо также понимать, что способность к сердечной любви не может быть развита одними лишь призывами к ней. Так же, как и лишь психоэнергетическими приемами развития чакры анахаты. Любовь есть результат комплексного развития не слабых душ. И чтобы ее обрести, требуется
формировать себя с помощью и обычных земных деяний, и специальных эзотерических практик. И что самое важное, с помощью интеллектуальной работы по коррекции своей этической составляющей. Посмотрим, что говорится в Агни-йоге об утончении сознания. Утончение сознания с постепенным проникновением во все более глубинные свои многомерности – это и есть дорога к слиянию себя, как сознания, с божественным сознанием. Но духовный путь начинается не с психоэнергетики, а с этики. Рассмотренные выше этические принципы не являются какой-то очередной моральной догмой, но они самым непосредственным образом служат правильному развитию сознаний. Они направлены на обретение человеком основных качеств, присущих Богу в аспектах Творца, Святого Духа и Мессии. Эти качества таковы: любовь, мудрость, сила, а также утонченность. Любовь мы растим через заботу о других воплощенных существах, включая и растения, и животных, и разные группы людей, и людей вполне конкретных, а также через наращивание до накала страсти, любви к Богу, плюс самоотверженное служение Ему. Мудрость мы постепенно развиваем через изучение себя, других воплощенных и невоплощенных существ, Бога. Ее обретение невозможно без служения Богу, которое проявляется в духовном служении людям. А познание Бога осуществляется путем перенаправления исследовательского ума и сердечной любви на Него. Одним из главных признаков мудрости является творческая способность, развиваемая в процессе служения. А истинная сила, порождающаяся изначально из деловой энергичности человека, проявляется на высших ступенях роста психоэнергетически мощным и утонченным сознанием. Важнейшим принципом в развитии в себе божественных качеств является утончение сознания. Оно начинается с отказа от грубых эмоциональных состояний, с культивирования в себе состояний тонких. Лишь затем подключаются чисто психоэнергетические техники утончения. Так вот, чтобы подготовить себя к действительно серьезной эзотерической работе по самосовершенствованию, для того-то и требуются
и этическая самокоррекция, и развитие способности любоваться прекрасным, и сонастраиваться с ним, и умение быть нежными, ласковыми. Красота, это цитата. Космос утверждает на этой формуле эволюцию. Одно – отвлеченно рассуждать о дальних мирах, другое – осознать себя участником их. Только лишь тот, кто не закрыл себе путь к красоте, может понять, как явление дальних миров, то есть ионов, близко ему. Нужно сначала привыкать к утончению своих эмоций, чтобы насытить дух необходимыми влечениями к миру красоты. Так, условное понятие стандарта красивости заменится истинным пониманием красоты. Откровенное утончение эмоций должно быть введено в жизнь. Мы дали принципы действий и дел, которые зиждутся на красоте. Чудесные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить дух. Нужно развивать все мысли, ведущие к утончению сознания. Так можно строить себе высшую ступень. Только с силой преданности учителю, уточню, божественному учителю, то есть Святому Духу или Мессии, можно достичь утончения сознания. Эволюция духа требует утончения, без которого невозможно строить сознание. Только тонкие энергии могут приобщаться к тонкому. Поэтому сердцем скорейшее достижение. Психическая энергия различается тоже своими качествами. И утончение ее может насыщать высшее проявление жизненных функций. Утончаясь, психическая энергия проходит через свои ступени. Ну и так, друзья, мы сейчас рассмотрели концепцию еще одного направления высшей йоги, подаренную нам Богом. И мы еще раз можем убедиться, что во всех рассмотренных и нерассмотренных нами тоже случаях Бог говорит об одном и том же. Меняются лишь акценты,
в зависимости от конкретных ситуаций. Примем же мы эти святые Божьи дары и пойдем этим прямым путем к Нему, путем слияния с Ним в Его обители. Успехов всем!